Мы с вами не виделись сколько? Неделю. Практически неделя выдалась очень суетной у меня. Была, как вы поняли, поездка в Барселону. Ну, давайте, значит, теперь объясню, как я буду действовать. Абсолютно эксклюзивные практически материалы будут выходить у меня на YouTube для подписчиков, платных подписчиков. Поэтому призываю вас подписываться. И в этих материалах я буду максимально короток, максимально информативен. Для вас это будет возможность, сэкономив собственное время и сэкономив деньги, в конечном итоге, получать практическую информацию, которую можно использовать, допустим, по Испании или по России. То, что, скажем так, более общеобразовательное, это все я буду давать для всех без подписки. Поэтому подписывайтесь на YouTube, на Patreon, на Boosty, как вам удобнее. Зайдите на Buy Me Coffee, можете сделать там мне донат. Для вашего удобства я в ближайшее время завершу наполнение контентом моего сайта panyushkin.com. И там будут все ссылочки, дополнительные материалы. Возможно, я прикручу туда тоже подписки, но пока нет. Вот. Но panyushkin.com будет неким агрегатором моих социальных сетей, где вы можете смотреть, следить за мной в разных социальных сетях. Поэтому сейчас подпишитесь в YouTube, поставьте мне лайк авансом и напишите комментарий, что бы вам интересно было узнать. Ну так, давайте про поездку. Значит, вот вам первая практическая информация. Мне нужно было срочно съездить в Барселону. Первое, что я выяснил, из аэропорта Аликанте вылет день в день, то есть если нужно лететь сегодня, перелет до Барселоны, который занимает час 15 минут, мы больше поднимаемся и спускаемся, чем летим. Так вот, этот перелет, он стоит от 160 евро, и еще пойди найди билеты. С билетами туго. 160. Я летел не день в день, а летел за неделю, по-моему, я как-то покупал билеты. Это стоит на Ryanair, то есть без багажа, просто с ручной кладью, это стоит в районе 50-60 евро. Для информации, переезд на поезде, который, по-моему, идет 6 часов, около того. В зависимости от маршрута, там есть чуть помедленнее, чуть побыстрее. Так вот, Барселона-Аликанте поезд стоит примерно столько же, 50-60 евро. Опять же, в зависимости от того, насколько заранее вы купите, но если за несколько дней, то вот столько, сколько я вам сказал. То есть в районе от 50 до 60 евро. Ну, понятно, чем заранее вы покупаете билет, тем он дешевле стоит. То же самое касательно авиакомпании. Да, про авиакомпанию. Сейчас я забегаю вперед слишком. Про авиакомпанию сказал. Я смотрел Ryanair и Vueling. Это типа испанского дискаунтера. Вот по ним я смотрел билеты, у остальных еще дороже. То есть какая-нибудь более классическая авиакомпания, не дискаунтер, будет еще дороже стоить. Билетов, короче, не было. И почему забежал вперед? С поездом проблема в том, что билетов на него нет.
То есть как-то так вот ощущение, что поезда не все время ходят, а только в определенный период, в первой половине дня выходят и потом приходят. Ну, в общем, с билетами швах. Их свободных не найти, а если есть, то очень дорогие. И мне пришлось, поскольку срочно пришлось ехать, меня вызвали в Барселону. А почему вызвали в Барселону, я вам расскажу для подписчиков, которые подпишутся на меня на YouTube, на Патреоне, на Бусти. Практическое действие по программе поддержки беженцев. То есть я прям на своей шкуре изведал, как это все происходит. Вот. Поэтому еще раз призываю подписаться. Я вам буквально, вот вы сэкономите, значит, забегаю вперед, скажу, что я потратил под 500 евро на эту поездку. Вы сэкономите эти деньги, если станете моим подписчиком и узнаете, как это я поучаствовал в программе поддержки беженцев. Так вот, а по поводу переезда. Меня вызывают, мне нужно ехать, билетов нет. Ну и либо очень дорого. Я тогда, кстати говоря, неделю назад не знал, насколько это может быть дорого. Свободный билет. Совершенно случайно. А, еще нужно до аэропорта доехать, да? Свободный билет совершенно случайно я увидел у автобусной компании Алса. Покупаю этот билет. Он стоит с налогами, со всякими 50, почти 56 евро. И автобус идет 8 часов. Расстояние между Барселоной и Бенидормом, ну это ближайший ко мне большой город, около 500 километров. 8 часов. В приложении купил билет. Долго-долго, соответственно, ждал. Ну, в общем, автобус приехал, я с запасом приехал. Первая важная вещь, которую я потом узнал. Обязательно при всех возможных вариантах приезжайте минут за 15-20 заранее. Потому что иногда, если автобус проходящий, как я вот выяснил потом, проходящие автобусы иногда приезжают раньше времени, указанного в билете. Понятно, да? На 20 минут раньше приезжайте, не ошибетесь, чем в билете указано. В общем, сели на этот автобус. Честно вам скажу, сидеть 8 часов на одном месте категорически тяжело. Автобус делает остановки каждые 2-2,5 часа ночью. Но все равно можно походить по полчаса. Но все равно очень тяжело. Доехал я рано утром. Что касается обратного билета, мне нужно было вернуться в пятницу, уже быть вот, по моему постоянному месту жительства. Тоже с билетами на поезд отсутствуют. Просто раскуплены. А на самолет очень дорого, и под 190 евро, и от 160 до 190. Поэтому опять пришлось брать поезд. Оговорился, автобус. Ну, в дневное время он идет быстрее. Потому что он не делает этих длительных обязательных остановок. Но вот вам конкретная практическая информация. Будьте очень внимательны к тому, как работает приложение Alsa. Да и любое другое приложение. Я выбираю билет от Барселоны до Бенидорма. Я уже покупал билет от Бенидорма до Барселоны. Просто переворачиваю опцию на обратную, от Барселоны до Бенидорма. Выбираю. Мне он показывает: заплати 55 евро. Я плачу. А мне билет выбивается, ну то есть QR-код происходит только до Валенсии.
А до Бенидорма нет, билета нет. И водитель говорит, ничего не знаю, я еду только до Валенсии. В общем, когда я уже был в автобусе, все время хочу сказать поезд, когда я уже был в автобусе, я купил билет на то же самое место от Валенсии до Бенидорма. И думал, что это просто глюк программы, что она вот не посчитала мне почему-то от Валенсии еще одну вот такую вот дистанцию. Оказывается, нет. Оказывается, там происходила смена автобуса. Это был другой автобус. Просто так совпало, что свободно было то же самое место. Ну, представляете, такое совпадение? Ну, в общем, побегал я, вышел из этого автобуса, пошел на другой. Вам кажется, что это все легко, но на самом деле нет. Потому что я с вещами был, так совпало, что потащил вещи из Валенсии, из Барселоны, потом из Валенсии. В общем, на перекладных вот так вот доехал. Надо сказать, что Алса, когда я им написал претензию, почему-то претензию можно писать только через веб-сайт, а не через приложение. Я им написал претензию о том, что пришлось купить дважды билет от Валенсии до Бенидорма, они мне тут же вернули переплату, эти 20 евро. Но обычно переплаты, вот эти все, это всегда очень долго происходит. Резюме. Первое. На автобусы Алса нужно приходить минимум за 20 минут до отправления, а лучше за полчаса. Бывает, что они приходят раньше, чем в билете. Второе, обращайте внимание, что вы оплачиваете, и обращайте внимание, полный ли у вас билет. Ну, в общем, приложение слегка глючное, поэтому будьте внимательны. Знаете, было очень нервозно, сидя в автобусе, знать, что у тебя билет только до Валенсии, а от Валенсии ты еще не факт, что доедешь. Билетов могло бы и не быть. Поэтому я так нервничал достаточно. Так. Это я вам рассказал про транспорт. Вот.